Друзья, всем привет! Вы на канале Китай-Фак, и сегодня на обзоре будет очень интересный лазерный нивелир от компании Fireco с электронным компенсатором на сервоприводах. Приходит вот в таком достаточно мощном кейсе, толстая ручка удобная для переноски, петли металлические. Так, давайте откроем и посмотрим, что внутри. Итак, в кейсе сам прибор, приемник лазерного излучения, крепление для приемника, зеленые лазерные очки, такая пластиковая мишенька, инструкция, зарядное устройство и ремешок для кейса. Все, в кейсе больше ничего нет. Внутри также сделано все аккуратно. Итак, полное название модели Fireco FIR GL8EA. Эта модель идет с зеленым лазером. Друзья, по стоимости без приемника комплект стоит 15 200, с приемником в комплекте 17 300. Вам может показаться это дорого, но если сравнить его с конкурентами, допустим взять идентичные просто приборы по дизайну и по начинке, это RGK UL44W в старом дизайне, вот в таком, он стоит 25 тысяч рублей, без приемника в комплекте и с красным лучом. И сейчас у RGK вышла такая же версия с таким же названием RGK UL44, только с добавкой Black. Там немного изменен дизайн корпуса. Он уже стоит 30 тысяч рублей, также с красным лучом и без приемника. Еще такой же идентичный прибор у также известного производителя, который продается у нас в России, это Control Octoliner Servo. Он идет также с красным лучом, выглядит абсолютно так же, только имеет красный цвет корпуса. Можете посмотреть в интернете. И стоит он 36 тысяч рублей, на секундочку. И это простой комплект без приемника. И также здесь можно вспомнить про ADA 6D серволайнер с зеленым лучом. Принцип работы у него такой же. Сервоприводы с шаговыми моторчиками. И стоит он на сегодня без приемника 35 тысяч рублей. То есть цена этого нивелира на самом деле 17 тысяч рублей в комплекте с приемником. Это просто отличная цена для такого нивелира. Так, ну давайте посмотрим весь комплект поближе. И также еще в этом видео сравним толщину лазерных лучей от конусных призм и цилиндрических, которые установлены здесь на разных расстояниях. Потом проверим его на точность и также разберу его и посмотрим, как все устроено внутри. Да, и забегая вперед, скажу, что у него имеется электронная калибровка, именно положение компенсатора. Но, друзья, обо всем по порядку, давайте начнем. Начнем с инструкции. Инструкция вся на китайском языке, поэтому с ней разобраться будет сложно. Что можем увидеть? Название модели, количество плоскостей 4,4 и также точка отвеса вниз. 515 нанометров и 650 нанометров. Это как раз длина волны точки красной. Точность плюс-минус 1 мм и горизонтали и вертикали 1,5 мм на 5 метрах толщина луча, 3 мм на 10 метрах. Но это мы проверим. 360 градусов, 25 метров без приемника, 50 метров с приемником в одну сторону, то есть 100 метров в диаметре. Что еще можем тут увидеть? Защита IP54. Рабочая температура от 0 до 45 градусов. Размеры, вес 5/8 дюйма резьба для крепления на штатив. 10 кГц. Это, видимо, информация про приемник. Все подробные технические характеристики можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Такая пластиковая мишенька, на мой взгляд, вообще бесполезная. Ремешок, на нем заострять внимание не будем. Вот такое мощное, качественное зарядное устройство. Вилка снимается таким образом. Сделано все хорошо, и такой вот вход в прибор. Технические характеристики вилки можете посмотреть здесь. Далее зеленые очки, одни из самых дешевых, такие мутноватые и царапающиеся. Здесь еще вот какой-то скол или царапина. Ну, очки в общем ни о чем. 10-герцовый приемник. Это просто необходимая вещь для работы на улице. Ну и в принципе в больших помещениях, то есть если вам нужно сделать разметку в каком-нибудь ангаре 100-метровом, то без приемника будет сложно это сделать. Ну, либо работать опять же в такой полутемноте. Работает приемник от батарейки типа Крона. Чуть попозже я покажу, как он работает. В принципе, на канале у меня уже есть отдельное видео по приемникам и 5-герцовому, и 10-герцовому. Сейчас выпускается только 10 Гц. Они подходят для большинства приборов, но опять же нужно подходить к этому вопросу именно опытным путем. То есть не факт, что к вашему прибору он подойдет. Возможно, что к вашей модели, которую вы купили раньше, подходит только 5-герцовый приемник. Тут нужно обязательно смотреть опытным путем. А так приемник сделан очень круто, все четко, прорезиненный корпус. Его работу посмотрим чуть позже. Так, друзья, и сам прибор. Сделан он, как всегда, на высоте. Здесь есть такая качественная градуировочная шкала. Она прокручивается вокруг корпуса. Это очень удобно и сделано специально, чтобы можно было делать ход от точки. Также есть стрелка, указывающая на определенное деление. Черная вставка — это резина.
это тоже резина. Сзади находится вот такой аккумулятор. Заряжается он как отдельно от прибора, так и заряжается во время работы прибора. Вставляется он, кстати, на такой прижимной винт. Это опять же несколько надежнее, чем просто крышка на защелке пластиковой. Единственное, друзья, неудобно, что аккумулятор родной и не распространенный. То есть найти запасной аккумулятор будет довольно сложно. Хотя внутри, скорее всего, стоят какие-нибудь распространенные элементы, и их можно заменить. Но, тем не менее, разбирать я его не буду, потому что здесь такие защелки, я боюсь, что их я могу сломать. Поворотное основание снизу сделано из металла. Это придает прибору довольно большой вес. Ножки имеют прорезиненные накладки и также имеют резиновые накладки на наконечниках. Это также очень удобно при установке на скользкие поверхности того же ламината либо плитки. Скользить прибор по полу не будет. Это немаловажный фактор. Снизу находится резьба 5/8 дюйма для крепления на штатив. И также есть бесконечный микровинт, тоже с резиновыми накладками. Двигается он довольно плавно и с неплохим откликом. Как вы заметили, привычного тумблера включения у нивелиров с электронным компенсатором нет, он включается с кнопки. То есть все управление происходит вот этими кнопками. Кнопка включения, управление горизонтом, V1, V2 это вертикали также управляются по отдельности, и режим работы с приемником. С помощью этих же кнопок производится и калибровка компенсатора. Точный алгоритм разбирать в видео я не буду, так как он подробно описан на сайте laserlevel.ru. Ссылку оставлю в правом верхнем углу, переходите и смотрите. Качество исполнения корпуса, как сами видите, на очень высоком уровне. Очень классный толстый пластик, толстая резина. Придраться на самом деле не к чему. Сейчас давайте его включим и посмотрим, какие режимы у него есть и как он в принципе работает. Как я и говорил, прибор включается с кнопки On-Off. Нажимаем кнопку, и в работу сразу включаются встроенные инклиметры, датчики наклона, которые передают информацию на вот эти сервоприводы с шаговыми моторами. И они относительно данных этих инклиметров начинают устанавливать компенсатор в точное вертикальное положение с допустимой погрешностью. Вот сейчас прибор установился, и давайте посмотрим еще раз. Сейчас я наклоню прибор немножко, зеленый диод начинает мигать, и если вам слышно, есть такой небольшой жужжащий звуковой сигнал. Вот сейчас угол наклона превышен, и линии начинают так мигать. Звукового сигнала в этот момент не раздается. То есть я ставлю обратно прибор. И вот не знаю, слышно вам сейчас было или нет, он начинает потихоньку обратно выравнивать. В чем вся прелесть таких электронных компенсаторов? Да когда в том, что сам маятник всегда остается как бы заблокированным. То есть он свободно не болтается, и от этого очень увеличивается надежность именно всей системы компенсирования. И также одно еще из главных преимуществ именно электронных компенсаторов, это то, что плоскость у вас не подергивается. Как вот видели вы в других обзорах, что частое очень явление у маятниковых компенсаторов, обычных механических, встречается такое микропокачивание. То есть плоскость так немножко дергается. На 10 метрах можно свободно видеть это покачивание. У лазерных уровней с электронным компенсатором на сервоприводах такая проблема исключена, так как сам компенсатор постоянно находится в некой блокировке. Но сегодня попозже на видео вы увидите его в разобранном состоянии и сами все поймете. Итак, вы включаете прибор, загорается сразу горизонт. Одна половина горизонта, вторая половина горизонта не горит. То есть, чтобы загорелась вторая половина горизонта, нужно еще раз нажать на кнопку H. Да, здесь стоят уже не конусные призмы, как вы поняли, а стоят обычные цилиндрические призмы. У них, конечно, плюс в том, что линия все-таки чуть потоньше. Но, опять же, количество излучателей намного больше, чем, допустим, взять обычный 3D уровень с конусными призмами. Там будет всего 3 излучателя. Здесь, соответственно, 4 на горизонте, 2 на одной вертикали, 2 на другой вертикали. То есть 8 излучателей и точка вниз. Итого 9 излучателей получается. В 3 раза больше, чем на обычном 3D уровне с конусными призмами. Итак, в общем, горизонт можно либо отключить, либо включить одну половину горизонта, либо горизонт на 360 градусов. Кнопкой V1 включается одна вертикаль, V2 вторая вертикаль. То есть получается, что их можно включать по отдельности, в любой комбинации. Точка отвеса вниз включается при включении любой из вертикалей. При работающем только горизонте точка отвеса вниз не горит. В этом какая-то логика есть. И вторая точка отвеса находится на пересечении вертикалей на потолке. То есть по факту у него полноценный отвес. Для переноса любых точек с пола на потолок, либо обратно при прокладке каких-то вертикальных стоек, труб. В общем, друзья, отвес на самом деле сложно переоценить. Это реально очень удобная вещь. И последняя кнопка — это кнопка Outdoor, которая находится посередине. То есть это включение режима работы с приемником. Нажимаете на кнопку, линии начинают гореть чуть тусклее.
То есть в этом режиме вы как раз и будете работать с приемником, так как в обычном режиме приемник луча видеть не будет. Нужно обязательно перейти в спецрежим. И также загорается зеленый индикатор при включении этого режима. Нужно сказать немножко об индикаторах. То есть, когда вы включаете прибор, у вас загорается индикатор сверху. Вот сейчас он горит красным цветом. Это говорит о том, что батарея садится. По идее, когда заряженная батарея, то он светит зеленым. Индикатор слева от кнопки в момент установки также мигает. Когда установка компенсатора полностью произойдет, этот диод перестанет мигать и будет гореть постоянно зеленым цветом. И следующий индикатор — это индикатор включения режима работы с приемником. Но хочу сказать, что это не единственное предназначение этих индикаторов. Они также будут участвовать определенным образом при электронной калибровке, которую вы можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. И также участвуют еще при некоторых специальных функциях именно нивелиров с электронным компенсатором. То есть помимо обычной работы с заблокированным компенсатором, которая также есть у этого прибора, еще можно здесь задавать уклон по оси X и по оси Y на небольшой определенный угол. Это применимо при прокладке каких-нибудь коммуникаций, то есть для специфических задач. Активируется она следующим образом, то есть вы обязательно до включения этой функции выбираете нужное количество плоскостей, допустим горизонт и вертикаль, и далее активируете режим работы с заблокированным компенсатором. Удерживайте кнопку H в районе 5 секунд. Пока не начнет очень быстро мигать вот этот зеленый диод. И линии у вас также в этом режиме будут мигать с дискретностью раз в 5 секунд. То есть это будет вам напоминать, что вы находитесь в неком спецрежиме. То есть сейчас компенсатор не будет устанавливаться, моторчики не будут работать, и вы можете устанавливать прибор под любым произвольным углом. Либо же задать наклон по оси X и по оси Y. Таким образом, первое включение этого режима задает наклон по оси X кнопками V1 и V2. То есть вы удерживаете эту кнопку, и как видите, горизонт опускается до определенного градуса. Дальше он начинает быстро мигать. То есть нужно чуть-чуть приподнять, все, и он будет мигать раз в 5 секунд. Соответственно, кнопкой V2 этот горизонт можно также поднимать. Это также будет сказываться на вот этой вертикальной плоскости, как вы догадываетесь. Чтобы делать уклон, регулируемый по оси Y, нужно кратко нажать кнопку H до того момента, как диод начнет медленно мигать. Теперь кнопками V1, V2 наклон будет задаваться по оси Y. Вот обратите внимание на вертикаль. То есть она начинает уклоняться влево. И то же самое кнопкой V2 вы делаете регулируемый уклон вправо. Как вы понимаете, такая функция доступна только нивелирам с электронным компенсатором. Чтобы это все скинуть, просто выключаете прибор и включаете заново. Все, компенсатор у вас сейчас установится как нужно. И прежние настройки скинутся. Да, есть такой тонкий момент: при электронной калибровке обязательно нужно запоминать результат. То есть вот так вы управляете осями, настраиваете прибор, настраиваете положение компенсатора, и в конце обязательно нужно сделать запоминающееся действие, чтобы этот результат был в памяти прибора. А так иначе вы просто выключите прибор, снова включите, и он у вас вернется к исходным данным, какие были до коррекции. Вот такой интересный функционал у этого прибора. Теперь давайте покажу вам, как он работает с приемником. Суть приемника очень проста, с ним очень просто работать. С помощью этого крепления крепите его на рейку. Если не хотите покупать рейку отдельно, то можно взять какую-нибудь прямую деревянную рейку и степлером прикрепить к ней, допустим, полотно от старой рулетки ненужной. Таким образом можно вывернуться из положения. То есть вот представьте, вы стоите на участке, солнечная погода, луча не видно, вы включаете прибор, выбираете режим работы с приемником и включаете приемник. Вводите приемником по рейке, либо просто рукой по стене здания, к примеру, и ловите луч. Приемник вам показывает ниже, выше, середина. То есть при работе на улице это просто незаменимая вещь. Но опять же, из положения можно выйти, использовать некий лайфхак с телефоном, с видеокамерой. Как это делается, есть отдельное видео на канале, поэтому также переходите и смотрите. Так, теперь давайте посмотрим толщину лазерной линии на разных расстояниях. Возьмем короткая метр, 5 метров и 10 метров. И также давайте ее сравним с линией от конусной призмы. Сейчас, в принципе, конусные призмы стали уже проецировать более тонкие линии, чем было раньше. Но, тем не менее, давайте сравним, я думаю, будет интересно.
Сравнивать линии будем с конусными призмами у лазерного уровня Fukuda MW94D 4GX. Обзор вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Очень классный прибор тоже. У него стоят также LD лазерные излучатели от компании Sharp. Да, друзья, кто знает, у этого нивелира в комплекте идет такой пульт. Но хочу сказать, если у кого-то пульт сломался, то в принципе я нашел пульт, который также подходит. Его можно заказать, он стоит 120 или 160 рублей, точно не помню. Ссылку оставлю под видео. Такой пультец так тоже закрывается, и им также можно регулировать плоскости, как вертикали обе, включать по отдельности, так и горизонт. В общем, имейте это в виду. И давайте посмотрим линии на 1 метре. Итак, на 1 метре сверху идет FireCo, снизу Fukuda. По яркости и по толщине они практически одинаковые, обе линии очень яркие, но Fukuda с конусной призмой чуть-чуть потоньше. Да, друзья, еще такой момент, хочу продемонстрировать, в чем прелесть электронного компенсатора. Это если рядом есть какой-то источник небольшой вибрации, то электронный компенсатор на это не реагирует. Маятниковый же компенсатор сразу начнет качаться. Смотрите, сейчас я буду рядом вступать со штативами, ламинат немножко ходит, и сразу на штатив передается волнение, и соответственно линия качается. Верхняя линия от FireCo стоит неподвижно. Это, конечно, действительно очень большой плюс у электронных компенсаторов. Так, теперь давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах толщина у них также практически одинаковая, чуть меньше 2 мм, но по яркости уже выигрывает FireCo, который идет сверху. Это отчетливо видно. И давайте посмотрим на 10 метрах. И на 10 метрах, как можете видеть, FireCo опять выигрывает. Он в 2 раза ярче и чуть-чуть потоньше. То есть, если у Fukuda с конусными призмами толщина в районе 3-3,5 мм, то у FireCo где-то 2-2,5 мм. И яркость намного выше. Ну и, друзья, опять же, как вы помните, микропокачивание. Здесь у Fukuda они минимальные, их практически незаметно. Но у FireCo с электронным компенсатором их вообще нет и быть не может. Это очень круто. Так, теперь давайте проверим его на точность. Как вы помните, заявленная точность у FireCo плюс-минус 1 мм на 10 метров. Поэтому именно на 10 метрах я и предлагаю сделать проверку. Друзья, но не забывайте, как правильно рассчитывается погрешность. Знак плюс-минус ставится не просто так. Кто не знает, как она правильно рассчитывается, переходите по ссылке в правом верхнем углу и читайте. Значит, горизонт проверим, прогоняя по точке на 10 метрах. Все стороны горизонта должны проходить через эту точку с допустимой погрешностью. А вертикали проверим по ранее проверенному, также очень классному, кстати, уровню 4D Clubiona IE16. Он строит 4 плоскости, 2 горизонта и 2 вертикали по 360 градусов. Обзор и проверку его также можете посмотреть на канале. Очень точный прибор, как оказалось. И, друзья, кто помнит, у него в комплекте также есть пульт дистанционного управления. И помнится, кто-то спрашивал, нет ли какой-то замены ему. Опять же, хочу повториться, вот этот пультик, который подходит и к Fukuda, также подходит и к этой Clubioне. Ссылку на него оставлю под видео. То есть также можно управлять вертикалями по отдельности и другими кнопками управлять горизонтом. Поэтому если у кого-то сломался пульт, то вот такой пульт можно заказывать. И по поводу проверки, проверим еще расхождение угла 90 градусов между вертикалями. Так, и давайте начнем с горизонта. Отметим первую точку. Да, кстати, кому интересно, нивелир у меня установлен на универсальную штангу-штатив от той же компании FireCo. Это распорная штанга, пол-потолок, и она еще оснащена съемным штативом. Очень удобная вещь. Ее обзор можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. И давайте перейдем к проверке. Включаем нивелир и включаем горизонт на 360 градусов. И отмечаем первую точку. Так, вот я отметил первую точку, теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов и смотрим второй сектор, как он проходит через эту точку. Поворачивать можно в любую сторону, я буду поворачивать по часовой стрелке. И второй сектор проходит с минимальным смещением меньше миллиметра. Давайте посмотрим третий и четвертый сектор. Для этого еще раз развернем прибор. И посмотрим как бы заднюю часть плоскости. Так, третий сектор проходит также с небольшим смещением. Максимальное смещение в районе 1,5 мм от первой точки. Давайте посмотрим последний, четвертый сектор. Для этого последний раз развернем прибор. Так, друзья, и последний сектор у нас проходит через первую точку, абсолютно точно. То есть максимальный разбег это где-то 1,5 мм. Поэтому по факту получается, что нивелир полностью укладывается в свою заявленную точность. И если говорить конкретнее, то эта точность даже немного выше, чем заявлено. Меряется точность в обе стороны, то есть с этой погрешностью 1,5 мм вы можете разметить расстояние в 20 метров. Таким образом, погрешность получается менее 1 мм на 10 метров. Давайте посмотрим вертикали.
Для проверки вертикалей включаем вертикаль у Клубионы. И сейчас будем сопоставлять все вертикали Fireco с вертикалью Клубионы. Друзья, у кого нет проверенного лазерного уровня, то просто используйте нитяной отвес. Так, включаем Fireco, выключаем горизонт, включаем первую вертикаль и сопоставляем первую сторону этой первой вертикали. Давайте посмотрим, как она проходит относительно вертикали Клубионы. Итак, слева у нас идет вертикаль от Fireco, справа от Клубионы. Они идут абсолютно параллельно друг другу, нет никаких сомнений. Так, друзья, давайте проверим вторую сторону первой вертикали. Для этого, соответственно, развернем прибор и также сопоставим с вертикалью Клубионы. Давайте посмотрим. Теперь Fireco идет справа, плоскости идут абсолютно параллельно друг другу. Первая вертикаль отлично настроена. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Выключаем первую вертикаль и включаем вторую вертикаль. Давайте посмотрим первую сторону второй вертикали. Первая сторона второй вертикали идет также абсолютно параллельно вертикали Клубионы. Fireco сейчас находится слева. Друзья, просто отличный результат. Давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Для этого еще раз развернем прибор и сопоставим наши вертикали. Итак, справа идет Fireco, слева идет Клубиона. Нет никаких сомнений, друзья, они идут просто идеально, параллельно друг другу. Для проверки угла 90 градусов между вертикалями просто ставим нивелир, включаем обе вертикали, отключаем горизонт и ставим точки на перпендикулярных вертикалях. Их достаточно 2. Потом просто будем прокручивать и совмещать все сектора с этими точками. По идее, если угол 90 градусов между ними, то они должны совпадать. Ну, по крайней мере, с допустимой погрешностью. И давайте отметим эти две точки. В одну сторону у меня расстояние будет 2,5 метра где-то, в другую сторону около 5 метров. Вот первая точка на 5 метрах. И вот вторая точка на 2,5 метрах. Теперь давайте развернем прибор. Разворачиваем прибор на 90 градусов и сопоставляем следующую вертикаль с какой-нибудь из точек. Ну, соответственно, я буду сопоставлять с ближней, так как мне ее видно. И потом смотрим, как проходит вторая вертикаль через вторую точку. Да, друзья, такой момент. Здесь отдельные излучатели стоят, поэтому проверять нужно каждый сектор. То есть не как у 3D, у них стоит 2 излучателя на обе вертикали. И то есть для проверки достаточно развернуть прибор всего лишь один раз. Здесь излучатели стоят обособленно, проверять нужно поэтому каждый сектор. Так, давайте я сейчас наведусь на точку и посмотрим, как проходит второй сектор. Вот так я навелся на ближнюю точку. И давайте посмотрим, как проходит точка на 5 метрах. Этот сектор проходит на 5 метрах просто идеально. То есть угол 90 градусов здесь строго соблюден. Очень круто. Давайте посмотрим еще 2 оставшихся сектора. Для этого опять разворачиваем прибор на 90 градусов и сопоставляем одну из вертикалей с ближней точкой. Так, вот таким образом навелся на ближнюю точку. Давайте посмотрим, как проходит на дальнем расстоянии. И на 5 метрах есть очень маленькое смещение, меньше миллиметра. Но, друзья, это абсолютно входит в допустимую погрешность. Отличный результат. Давайте посмотрим последний 4-й сектор. Для этого еще раз повернем прибор и сопоставим последние вертикали. Давайте сейчас я наведусь и посмотрим. Так, вот первая точка на 2,5 метрах. И на 5 метрах линия проходит абсолютно через точку. Этот нивелир реально очень круто настроен. Идеально. Но и осталось его теперь еще разобрать и посмотреть, как он устроен внутри. Разбирается нивелир очень просто. Достаточно открутить по периметру вот эти винты. Единственное, чтобы их открутить, понадобится вот такая звездочка. После того, как вы открутили болты, просто аккуратно снимаем верхнюю крышку. Вот, собственно, друзья, таким образом разбирается прибор. Ничего сложного, он остается всегда запитанным, то есть его можно включить. Давайте сразу поговорим немножко о юстировке. Суть в том, что если у вас, допустим, соосное смещение, вы проверили нивелир и видите, что у вас одна вертикаль с горизонтом заваливается в одну сторону на одинаковое расстояние, то это и есть соосное смещение, то разбирать прибор не нужно, абсолютно спокойно вы с этим справитесь электронной юстировкой, которая подробно описана на сайте laserlevel.ru. Здесь никаких проблем нет. Но вот если у вас сбиты плоскости по отдельности, здесь, конечно, все намного сложнее. Каждый излучатель настраивается по отдельности, и у
него много юстировочных болтов. Разобраться в принципе можно, но нужно смотреть по ситуации. Конкретного алгоритма настройки каждого излучателя я дать не могу, потому что ситуации абсолютно разные и одного рецепта здесь нет. Также здесь могут встречаться смайлы, которые настраиваются вот этими 4 винтами на торце каждого излучателя. И вся основная сложность у всех бочонков с настройкой вертикалей. А именно, если у вас не совпадают противоположные вертикали. Вот эти. У вас, допустим, они расходятся на потолке, то это самая сложная по факту ситуация. Непонятно, какая вертикаль именно сбита, это или это. Возможно, у этой смайл, у этой просто завал, или у обоих смайл в разные стороны, либо у обоих завал в разные стороны. То есть комбинаций на самом деле может реально быть много, и просто так это понять очень сложно именно на вертикалях. Здесь нужен специальный стенд с коллиматорными трубками, в которых будет очевидно, понятно, как искривлена плоскость. Так и делается настройка. Но повторюсь, если опять же у вас соосное смещение, а это довольно частая ситуация, наиболее распространенная, то с ней справиться, конечно, очень просто, не разбирая прибор электронной юстировкой. Так, и давайте посмотрим сами моторчики поближе и посмотрим их в действии, как это все работает. Так, вот те самые шаговые моторчики на сервоприводах. Давайте я включу прибор и посмотрим, как они действуют. Сейчас я наклоню прибор. Давайте еще раз. То есть, друзья, вот таким образом все это работает. Это довольно надежная схема. Такие приборы продаются уже очень давно, работают по несколько лет. Поэтому, если кто хочет лазерный нивелир с электронным компенсатором, то смело рассматривайте этот Fireco. Отличный профессиональный прибор. Сделан очень круто, настроен идеально. Есть возможности, которых нет у нивелиров с обычным механическим компенсатором. Есть электронная юстировка. Лично меня этот прибор реально впечатлил. Но, друзья, как всегда, решать вам. На этом все. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем добра, пока-пока.